Друзья, всем привет! Очень приятно, что вы смотрите мое видео. Вы на канале независимого партнера компании Herbalife Nutrition. Здесь все о питании, о результатах, о продуктах. Ну, если вы смотрите и вам нравится, ставьте класс или нажмите на колокольчик. По желанию нажмите подписаться, чтобы не пропускать новые видео и получать больше информации и формировать, скажем, правильное восприятие вообще о компании, о продуктах, о результатах, о возможностях, ведь именно здесь все мы и будем обсуждать с вами в течение длительного времени. Канал только набирает обороты, и, конечно, ваша активность мне приятно будет. Сегодня тема очень популярная. Я думаю, каждый из вас когда-то, а возможно и сейчас у вас есть в голове такой вопрос: Herbalife — это дорого. Сегодня будем говорить, почему дорого, из-за чего, а может и недорого, и как есть Herbalife дешевле, если действительно есть желание. Давайте начнем разбираться с этим вопросом. Все мы считаем деньги. Да, так или иначе, какие-то продукты стоят больших денег, какие-то меньше. Ну и если взять простой пример, вот вы пришли в магазин, где продаются сотовые телефоны. Ну, вы видите, цена, она тысячи стоит, да? Какая-то модель тысячи, может даже десятки тысяч стоит. Ну, и у вас же тоже возникает такой вопрос, да, а что так дорого? Ну, почему не 30 рублей, например? Ну, телефон этот стоит. Но он не может в теории даже стоить 30 рублей, потому что компоненты, которые в него заложены, они стоят сотни долларов. Ну, это очевидный факт. В компании Herbalife продукция тоже стоит дорого. Ну, потому что дорогие компоненты в нее заложены. То есть это же производство, это же надо изолят сделать правильный, качественный, витамины добавить, растительные компоненты какие-то сделать, все это упаковать, все это стоит деньги. Но продукты Herbalife, они стоят столько, сколько они стоят, а вообще они должны стоить еще дороже. Почему? Потому что здесь метод прямых продаж, и компании нет необходимости тратиться на рекламу. А как вы знаете, а если вы не знаете, я вам говорю, что если бы компания выставляла продукт в магазин или еще куда-то, она бы делала, соответственно, рекламу, вот эти вот затраты, они бы вложились в стоимость продукта. Продукт бы стоил еще на 100-150% дороже от сегодняшней цены, то, что он стоит. Я думаю, здесь понятно. У кого-то продукты низкого качества дома, ну, по разным причинам. У кого-то высокого качества. И, соответственно, и результат от этих продуктов-то разный. Я думаю, все-таки нужно найти способ, когда он позволит выйти на новый уровень и улучшить качество питания и, соответственно, качество жизни. И работоспособность ваша улучшится. Как мы все любим зарабатывать деньги, да, а потом не все любим их тратить на восполнение здоровья, ну, в принципе. А приходится, никуда от этого не деться, потому что либо вы не будете тратить на восполнение, лечиться, допустим, если уже какая-то проблема, то, соответственно, ваш срок службы организма, он сократится, ну и все, и тут здрасте, как говорится, тем. Вот. И нам это не надо, поэтому мы следим за тем, чтобы у нас все-таки от питания было долголетие, отличное самочувствие, ну и все радости жизни, качественной жизни. Наша задача питания Herbalife – дать организму все то, что ему нужно. Из обычной еды сложно это взять. Пересчитайте свой бюджет семейный, будет наглядно понятно, что вы покупаете лишнего. И вот на эти деньги как раз-таки вы бы, возможно, и покупали бы питание Herbalife. Тут у нас еще разговор недавно был, и мы обсуждали как люди очень щепетильно относятся к питанию своих домашних животных. Там кошечки, собачки, витаминчики покупают им, корма лучше, сбалансированность, там все следят. А для себя покупают, ну, извините, очень низкосортную еду. Но это разве правильно? Я думаю, нет. Прежде всего, мы должны начать с самого себя.
важно понимать, зачем. Если вы не понимаете, зачем, а я постараюсь вам еще сейчас объяснить, зачем вам это нужно, то, ну, соответственно, как бы можете выключить этот канал, он вам не нужен. Не нужно его смотреть, все равно вы не понимаете, зачем вам это надо. Вам не нужно самочувствие улучшать, похудеть или набрать вес, или вообще у вас какие-то проблемы уже со здоровьем, или у вас нет в планах жить там, до 80-90 лет, то, как говорится, ну, каждый выбирает сам. Другой момент. Вредные привычки. Да, многие из вас, из нас имеют вредные привычки. На эти вредные привычки тоже тратятся деньги семейного бюджета. Так вот, если мы будем задумываться, сколько действительно уходит денег туда, то вообще, в принципе, не должно стоять вопроса, что Herbalife это дорого. Если вы пропорции свои соотнесете, да, сколько бы вы потратили и сколько вы, допустим, бы прогуляли или прокушали где-то, пиццы, роллы, все дела, вот, они же не 30 рублей стоят, да, что-то у меня сегодня 30 рублей. Ну ладно, 30 рублей пусть и стоят. В общем, не стоят они столько, они стоят 1000 и выше. То есть это, ну, 1000 и выше, это, в принципе, такие вот на раз поесть где-то. Вот и делайте выводы сами, сколько вы бы получили полезного на эту 1000 от компании Herbalife, от их продукции. Вы сами тратите деньги на разного рода красоту и, в принципе, тратите столько, сколько нужно. Ну, вы же согласны со мной? А красота, я имею в виду что? Да, есть разные, ну ладно, я не беру в расчет маникюр, педикюр и так далее, но в любом случае есть более такие кардинальные меры, как там массаж антицеллюлитный, разные спа-процедуры для того, чтобы омолодить себя внешне и какие-то объемы убрать, подтянуться, ну какие-то вещи, то есть прилагая усилия, даже некоторые вещи болезненные, вы идете на это, еще и платите деньги столько, сколько вам скажут. А нужно-то сделать так, чтобы эта красота шла изнутри, и организм сам сделал так, чтобы у вас объемчики убрались, целлюлит ушел, потому что антицеллюлитный тот же массаж, ну, сделали вы его, а потом питание обратно, у вас оно же не поменялось, привычки-то те же. У вас все это обратно вернется, потом опять понесете деньги. Вот опять же, для того, чтобы вы понимали сравнение, что вы потом все равно будете вкладывать. Я чуть позже скажу, куда люди будут вкладывать вообще, которые не занимаются питанием. Ну, вы, наверное, уже догадались. А вот если так разобраться, то те, кто занимается питанием и пользуются продуктами Herbalife, у них, в принципе, нужды такой нет. Потому что они молодеют изнутри, и волосы, и ногти, и кожа, и объем, и целлюлит, и все прекрасные вот эти вещи. Все это становится естественным образом. И коллаген, для того, чтобы эластичность кожи, была упругость, мышечная масса улучшается, дефицит восполняется, тот, который был потерян до естественного значения. Организм хочет жить, заниматься собой, работать, энергии появляется больше. Есть у нас еда аптечная. Многие уже сидят на конкретных лекарствах, ежедневно потребляя в своем рационе. Не биодобавки, а конкретные лекарства, уже решающие проблему. Так вот, сами подумайте, если мы не будем делать, ну, скажем, в комплексе решать проблему над работой организма, питание, самочувствие улучшать, для того, чтобы, ну, некоторые вещи можно и вспять повернуть, если вы не в курсе. От некоторых вообще можно, ну, в принципе, избавиться. Организм умеет регенерировать, обновляться, механизмы разные у него есть. То есть он живуч очень. Он может, если ему не мешать, он может сам все сделать. Но мы умышленно почему-то сами себе мешаем. Так вот, и вот когда человек покупает в аптеке на 3, на 2 тысячи рублей, ну да, он как бы считает, ну да, действительно, как бы дороговато. Сейчас все понимают, фармацевтика, вот эта вся, она, ну, не дешевое удовольствие. Болеть сейчас невыгодно. Так вот, чтобы не болеть и потом не тратить. Если сейчас сэкономить на питании, вы потом будете тратить на лекарства. Это аксиома. Тут уже никак не получится по-другому. Гиппократ еще сказал, если мы не будем относиться к еде как к лекарству, потом лекарство станет нашей едой. Я думаю, вопрос снят.
почему Гербалайф стоит столько, сколько стоит, и что он дает для того, чтобы мы себя лучше чувствовали. Если вы мой посыл не поняли, то напишите в комментариях какие-то другие свои вопросы, если, возможно, они у вас остались. Но я думаю, здесь все понятно. Здесь нужно просто для себя понять, зачем мне улучшать свое питание, свой рацион и как это сделать. А давайте теперь поговорим, как сделать так, чтобы тот же Гербалайф на данном этапе вам пока не по карману, но вы хотели бы. Давайте я сейчас расскажу, как это сделать. Ну что ж, с желанием мы разобрались, есть у нас понимание, пазлы потихоньку складываются. Сейчас задача начать. Я говорю всем тем, кто думает, кто сопротивляется, я говорю, вот смотрите, вы просто для себя осознайте. Сейчас вот вы стоите на месте, а некоторые даже назад идут. То есть вес набирается, самочувствие ухудшается, как снежником все накапливается. А может лучше все-таки мелкими шагами, но вперед двигаться, чем стоять или идти даже назад. Чем дольше мы ждем, тем больше проблема, и потом ее исправлять сложнее. Я думаю, это тоже понятно. И сейчас у вас возможности нет, но никто не говорит, что вы должны и обязаны купить программу. И есть программы, конечно, это хорошо, это в комплексе сразу решает конкретную задачу. Это все прекрасно, но программы стоят тоже деньги. Но давайте теперь переведем в суточное потребление. Даже ту же программу возьмем, 180 рублей примерно базовая программа алоэ, травяной чай, коктейль. В день 180 рублей. Я думаю, 180 рублей, но каждый человек тратит спокойно, легко, непринужденно в магазине, а то и в 3 раза больше, вообще не задумываясь ни о чем. Приложили карточку к терминалу, и здрасте, минус 500 рублей или минус 900 с карты списали. А купили-то что? Да по сути ничего существенно полезного не купили. Вот единственное то, что вам, возможно, даже и станет понятным, что нужно перевести в деньги. Да, когда программу мы покупаем, действительно это, за раз это будет, больше 6 тысяч получается. Но если перевести в день, то это действительно адекватные затраты. И другой момент. Не программа, а, допустим, просто травяной чай или коктейль, да, или алоэ и коктейль. У всех разные задачи. Я каждому могу посоветовать что-то индивидуально. Но здесь понятно, допустим, даже если на этот случай нет возможности, есть у нас другие варианты. Есть у нас программа «Амбассадор», есть это внутренние программы, клубные, у консультантов, и это все индивидуально, и вы можете написать своему консультанту или мне, если у вас его нет, просто спросить, а что такое программа «Амбассадор» и как мне пользоваться ей для того, чтобы покупать дешевле, или вообще есть варианты, когда это бесплатно можно сделать. Первый вариант, да, разобрались. Второй вариант есть. Это вы можете стать привилегированным клиентом. Это обычный клиент со скидкой 15%, начиная, это человек, просто зарегистрировавшись, имеет доступ в личный кабинет и покупает продукты самостоятельно по внутренней цене, которую может увеличивать. Внутренняя цена может увеличивать на данный момент до 35%. Накопительным способом. Как в любом супермаркете, бонусные баллы, они просто накапливаются, и у вас формируется скидка. Вот этим способом можно пойти. И если желание есть, да, пишите в WhatsApp мне или в Telegram. Выбирайте то, что вам по карману, то, что вам хочется. И действительно хочется ли. Вот это самое главное. Для себя нужно понять, зачем мне нужно это. А когда мы поймем, зачем, тогда и Гербалайф, он недорогой. И как любой другой продукт, в принципе, он стоит адекватных денег. Каждый человек принимает самостоятельное решение, и если его действительно желания перевешивают, вот это все, мы начинаем подбирать варианты и работать с клиентом. Все, увидимся. Я думаю, вопрос снят, и больше я на эту тему видео, наверное, снимать не буду. Смысла нет. Те, кто хочет, он, в принципе, и так задает вопросы напрямую в чат, и мы уже работаем. А кто не хочет, он и потом будет сомневаться, и он всю жизнь будет сомневаться. И вот, соответственно, последствия вы тоже знаете этих сомнений. Все, увидимся в следующем видео. Пока!